I hope this is the same book because in Russian it's called Bhakti Vriksha Leader. So I don't have the English version. Шайснай Прабhu, здесь вот мы попали в ситуацию, Маджи просит прочитать про квалификацию лидера сектора, здесь у нас книга «Квалификация лидера Бхакти Врикши». Мне что делать-то тогда? Просто та ли книга или не та книга? Нет, книга та, просто нам нужно просто про лидера Бхакти Врикши же вроде не читаем. Квалификация лидера Бхакти Врикши, там, по-моему, 3-я или 4-я там страница. Она имела в виду, может быть, все-таки лидера Бхакти Врикши просто. Да нет, здесь про лидера Бхакти Врикши. Ну, а нам и надо лидер Бхакти Врикши. Маджи говорит лидер сектора. Уточните, пожалуйста. Матаджи, can you hear me? Потому что мы про лидера Бхакти Врикши говорим сегодня. Потому что то, что вот вы мне первый раз давали, там был лидер сектора, то, что вот по такой ссылке немного кривой было. Что у нас связь похожа на... Ну да, потому что, Шайснай Прабhu, то, что вот другой Google документ, она называется лидер сектора, и прямо здесь вот и оглавление, качество. Не нужно туда заходить по этой ссылке. Просто... Мы же говорим, тема у нас сегодня лидер Бхакти Врикши. Почему-то связи нет. Прям Падмини, Харе Кришна. Шайснай Прабhu, на русском это две разные книги выходят? На русском. Потому что то, что вот... Это одна книга просто в одном издании. Там в одной книге 2 части. Так. Сейчас лидер Бхакти Врикши. Да, в оглавлении про лидера сектора нету ничего. Ну там часть так сделана, часть книги напечатана так, часть напечатана по-другому. Хорошо. С какой страницы? Вы же знаете эту книгу, начинается вот в том последнем барнаульском варианте, откуда мы смотрим, где она просит прочитать обязанности и качества лидера сектора. Я вот полкниги пролистал. Прочитать качество. Это, ну, что-то она там, может быть, не по виду, лидер Бхакти Врикши. Не про лидера сектора. Hare Krishna Prabhu. Харе Кришна Матаджи. Which book is it? Sachitana Prabhu. Yes. Which one? Sector leader or Bhakti Vriksha leader? Sachitana Prabhu is insisting that we are discussing Bhakti Vriksha leader book. I actually have both of them. So... Okay. All right. We'll do Bhakti Vriksha leader. No, copies. I searched for the sector leader, all copies over. Okay. Anyway, you start reading. I'll come. Or maybe in the computer I'll get it. Sachitana Prabhu, нашел лидер сектора. Матаджи, the connection is not good. The sound is not good. Previously it was better. Пару прав. Нам не надо лидер сектора. У нас обозначенная тема сегодня лидер Бхакти Врикши. Я понял, да, я сказал, все, я хоть разобрался сам с книгой, то есть, да, это вторая часть. Mataji, we have both books published in one book, but Sachitana Prabhu says that today's topic is not sector leader, but Bhakti Vriksha leader. Okay. Okay, I'll try to get the book 1 minute. Can you hear me? Yes. Okay. Just a minute.
Да. Пока мы просто начнем. Сейчас я пробую. Читать по очереди будем или как? Здесь читать-то много нужно будет. Можно по очереди читать, если преданные готовы, там по пункту читать. Нормально. Вам, может, куда-то их сбросить, эти пункты, что все видели? Ну, книгу, вот эту ссылку на книгу могу сбросить. Давайте. Дал Прабу, у вас есть книга, да? Или нет? Лидер Бхакти-Врикши, лидер сектора, да? Есть. Да, да, да. Есть. Прабу, а у вас есть книжка такая? But I can get it on the computer. Бах Прабу, алло, Хари Кришна. Хуже не может говорить, или микрофон надо включить. Yeah. Yeah. Prabhu, you start reading. Meanwhile, I'll check in the computer. Yeah. The part with qualifications where 10 yeah, qualifications mentioned. This one. Okay, you start reading. Итак, мы с вами читаем квалификацию лидера Бхакти-Врикши. Здесь 10 пунктов. Шашнай Прабу, вы начнете, может? Так, сейчас. Так, 10 пунктов. Ну, так как на связь тут даял, правда, все ему тогда будем давать. Читать одно. Так, квалификация лидера Бхакти-Врикши. Первая твердая вера в Шрила Прабхупаду, Гуру Парампару, Шри Чайтанью Махапрабху и Господа Кришну. А мы, можете спросить, ну просто вы им читаете тогда подряд все пункты, да, нужно зачитать или как? Да-да, именно так. Второе. Понимание философии сознания Кришны, ее принципов и вайшнавского этикета. Лидер должен заранее подготовиться к еженедельной встрече по любой обсуждаемой теме. Если у него есть сомнения, он должен прояснить их со старшими преданными. В случае неспособности ответить на вопросы своих подопечных, он должен обратиться к книгам Шрилы Прабхупады и старшим преданным. Другими словами, лидер не должен выдумывать что-либо без полной уверенности в правильности ответа, просто чтобы не упасть в грязь лицом. Шеститомник модулей Бхакти-Врикши содержит все материалы и руководство по каждой отдельной встрече. Дал Прабу тоже, может быть, прочитать пару пунктов. I'm not able to open. Регулярное ежедневное повторение 16 кругов джапы дает лидеру духовную силу, необходимую для того, чтобы проводить еженедельные встречи и вести людей более высоким уровнем духовных обязательств. От лидера ожидается хорошая ежедневная садхана, поклонение Господу и чтение Писаний поддерживает его способность вдохновлять других. Главная цель еженедельных встреч Бхакти-Врикши – вдохновить людей на обретение бхакти, преданности Господу. Необходимо не просто обсуждать философию, но и воодушевленно воодушевление. Поэтому лидер всегда должен быть полон энтузиазма в духовной жизни. Только так он может сделать и других энтузиастами в сознании Кришны. Благодаря хорошей садхане проявляется милость Господа. И вследствие этой милости члены группы регулярно посещают занятия и принимают в них активное участие. Христианские церкви проводили исследования по поводу того, что делает лидера группы наиболее успешным. Влияет ли это материальное образование,
пол и определенные таланты. И почти все успешные лидеры приписывали свой успех в молитве. Дальше. Готовность строго следовать программе Бхакти-врикши, а не менять что-либо, подстраивая под себя. Первые несколько недель программы еще можно проводить в стиле обычной проповедческой программы с минимальным количеством участников, чтобы дать новым людям возможность ориентироваться, но не дольше 2 месяцев. Как можно скорее надо переходить к интерактивному проведению встреч, как и положено в Бхакти-врикше. Каждая часть еженедельной встречи предназначена для того, чтобы помочь духовному прогрессу членов группы в разных аспектах. Вот почему так важно строгое следование программе. Если встречаются проблемы в проведении какой-то части программы, то надо проконсультироваться со старшими и обсудить причину проблемы, но не менять что-то самому. Надо знать о качествах и обязанностях лидера Бхакти-врикши, которые будут описаны далее, принимать их и стремиться культивировать себя. Лидер должен быть согласен находиться в иерархии Бхакти-врикши под руководством старших преданных, которые с любовью будут помогать ему выполнять это служение. Программа Бхакти-врикши подобна растущей семье преданных, которые помогают друг другу исполнить желание Шичитани Махапрабху. В семье могут существовать различия во мнениях, но при этом они всегда могут быть приведены в гармонию с помощью старших. Поэтому надо стремиться к такому любовному настроению сотрудничества. Лидер группы должен быть готов предоставлять еженедельный отчет своему лидеру сектора. Это будет служить общим интересам, позволяя планировать и оценивать прогресс в развитии всех групп Бхакти-врикши. Лидер группы должен быть согласен регулярно посещать собрания лидеров Бхакти-врикши. Он должен чувствовать себя частью семьи проповедников Бхакти-врикши. Это принесет благо всем. Благодаря этому члены группы такого лидера также будут чувствовать себя частью большой семьи. Лидер должен продолжать духовно расти, принимая... Which point are they reading? Which point are they reading? Which point are they reading? Which number? Number 9. Let them finish all 10, then I'll start speaking. Дочитывай Дейл Прабу до конца. Лидер должен быть готов продолжать духовно расти, принимая все новые духовные обязательства и новые служения. Если у него нет такого желания, то как тогда он сможет убедить продвигаться членов своей группы? А если их желание духовно расти будет больше, чем у лидера, то он может даже начать сдерживать их. Хотя на самом деле в идеале он должен вдохновлять их, даже если они хотят взять на себя больше обязательств, чем сам лидер. В подобном случае лидер должен показывать собственным примером неуклонное желание стабильно продвигаться в сознании Кришны. Yes, Mataji, we have covered all the 10 points. Okay. Hare Krishna. Thank you. So we go. Okay. Mataji, unfortunately, see the mobile connection practically what the is... Bhakti-vriksha leaders need to do in order to qualify. Can you translate? I'm sorry, the mobile connection, Okay, your connection can you is hear very poor. This connection is not good. Okay, can you hear now? I can hear, but from time to time the connection is getting worse. If nothing can be done, then let's continue as it is, but I may ask you to repeat some sentences. Okay. Just a minute.
Let me see if I can. Hare Krishna. Can you hear better now? I think yes. Okay. Okay, he should have firm faith in Srila Prabhupada, the Parampara, and Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Krishna. So every devotee, every Bhakti-Vriksha leader should read Srila Prabhupada's Leelamrita. Then he will have complete faith in all these. Первый пункт квалификации лидера Бхакти-Врикши гласит, что он должен иметь твердую веру в Шрилу Прабхупаду, Гуру Парампару, Чайтанья Махапрабху, Господа Кришну. И для того, чтобы все это развить, все эти виды веры, необходимо регулярно читать Шрилу Прабхупаду Лиламриту. Do the leaders, have they all read Prabhupada Leelamrita? Из присутствующих все ли прочитали Прабхупаду Лиламриту? Да, прочитали, но, может, не все. Chaitanya Prabhu has read. Okay. And so in order to encourage people, maybe on Ekadashis or something, people can come together, or on Zoom, they can read Prabhupada Leelamrita together. Это дает заряд вдохновения преданным. Можно, например, иногда, допустим, в Экадаши вместе читать Прабхупаду Лиламриту в Зуме или вживую. And the second point is he should have a basic knowledge of Krishna consciousness, its principles, and Vaishnava etiquette. Второй пункт — это понимание основ философии, сознания Кришны, принципов и вайшнавского этикета. Normally, if they go through this Bhakti Vriksha modules, and also if they go through the, either you have this, what is it called, Bhakta, what is that course you have? Bhakta course, no? I've got the idea. We have a number of those courses. Okay. So if they have these two things, they learn all the things, what they're supposed to know in Krishna consciousness, the philosophy, as well as the practical, practical rituals that we follow, worshipping the Lord, singing songs, Bhagavad Gita, recitation of some slokas we need to know. All these things, and why we do different things, how to follow Ekadashi, how to do offering, some mantras, these things need to be learned. Как правило, для того, чтобы вот это понимание основ философии и практики было, достаточно модулей Бхакти-Врикша, а также какого-то базового курса типа Бхакти-программы или его аналога, где объясняются все практические вещи, как поклонение совершать, как петь службы, как предлагать прасад, как кланяться и так далее. We also have, the website I shared with you. It's called bhaktivriksha.weebly.com, and over there we have all this according to different Siksha levels. So from the beginning, devotees can start learning on their own from the website. Также есть интернет-ресурсы, как вот я вам рассказывал про сайт bhaktivriksha.com, где по уровням шикши уже все материалы необходимые, которые надо знать, доступны онлайн. And the leaders should make sure that they read the passage, because it's not just knowing the philosophy, but we have to speak exactly from the passage. So they should read it 2 days before the meeting, so that if they have any doubts, they can clarify that from their seniors. На Бхакти-Врикше обсуждается философский отрывок, и здесь очень важно, чтобы именно его читали ведущие, они говорили что-то от себя, и поэтому важно, чтобы ведущий прочитал этот отрывок заранее, за несколько дней. Если у него возникают какие-то вопросы или сомнения, он тогда может проконсультироваться со своими старшими.
Actually, sometimes leaders are very afraid of facing, of giving conducting a Bhakti Vriksha. But if you just read that particular passage, which they're supposed to teach on that day, very nicely and clarify all their doubts, then they'll be very confident to, create a nice discussion. Бывает, перед Бхакти-врикшей лидер нервничает, он боится, что не получится у него все хорошо провести. Но если просто заранее этот отрывок прочитать, хотя бы за несколько дней, подготовиться таким образом, то тогда будет больше уверенности, что ты сможешь все провести нормально. And also, they can have some extra normally they narrate some pastimes. That's very attractive. Some pastime connected with the passage. No, when the Также leader summarizes the passage and when he speaks, it will be good. If he's well prepared, then he can summarize very well. Yes, is it clear what I said? Yes. Также неплохо почитать какой-то дополнительный материал по этой теме, может быть, параллелы какие-то почитать, и тогда ведущий после обсуждения отрывка, когда он подводит итог, он может дать этот дополнительный материал, и это будет очень так интересно и убедительно. And apart from that, they should have, when they are going to summarize and speak, if they have some nice, interesting pastime which is connected with the passage, then the members, will remember the passage very well. И кроме того, вот эта дополнительная информация, допустим, о каких-то лилах, которая дается в конце, когда ведущий подводит итог сказанного, вот эта дополнительная информация, она подчеркивает главную идею отрывка, который разбирали, и благодаря этому все участники Бхакти-врикши лучше запомнят, о чем они вообще говорили в этот раз. And if he has any doubt, he should say, I will come back to you, but not try to speculate something. If the members have doubts, Yeah, if the members have doubts and the leader does not know exactly, then he should say, I will come back to you again on this, but he should not try to speculate something on his own. Если сомнения возникают у участников Бхакти-врикши, у них возникают какие-то вопросы, и ведущий не может ответить на эти вопросы, он должен так и сказать, что я позже дам тебе ответ, но не надо от себя что-то выдумывать. So at least if he knows the passage very well and what he wants, that will create a very good impression on the members. Но, как правило, если ведущий хорошо знает тот отрывок, который обсуждается, то это обсуждение оставит хорошее впечатление у участников. Okay. And of course, all spiritual preaching and success in spiritual preaching is possible only if we chant our 16 rounds of japa very well. Ну и, конечно, успех в любой нашей проповеди возможен лишь в том случае, если мы хорошо повторяем свои 16 кругов. Actually, in the manual, Bhakti Vriksha manual, it says that you don't have to chant 16 rounds. Even with 8 rounds, you can start a group. С другой стороны, в руководстве по Бхакти-врикше говорится, что даже читая 8 кругов, можно открыть группу. But we have seen that unless people come to 16 rounds, they don't have a steady enthusiasm. Но опыт показывает, пока преданный не закрепится на уровне 16 кругов, то стабильного энтузиазма у него не будет. So that enthusiasm is very much required for us to inspire people to make spiritual advancement.
А энтузиазм лидеру Бхакти-врикши очень нужен, потому что именно он вдохновляет участника своей группы на духовный рост. And we also want to, I mean, japa is the main reason for our success in preaching. Джапа — это ключевое условие нашего успеха в проповеди. And so, not only must he be chanting 16 rounds, he should also chant along with the members when they are ready to chant at least one mala every day. Then they can come together on Zoom and chant. This really helps the members progress fast. Мало того, что лидер должен сам свои круги читать, он также должен еще читать круги с преданными, когда они уже достигнут такого уровня, что смогут регулярно повторять хотя бы один круг, то есть читать вместе с ними, например, в Zoom. So even if the member is not very advanced, but if he is very enthusiastic, then it will have an effect on the members. They will also feel very enthusiastic about Krishna consciousness. Даже если участники группы еще не достигли особых успехов в духовной жизни, но у них есть энтузиазм, то это уже будет очень хорошо. Они будут вдохновлены сознанием Кришны. And so sometimes devotees may be banking on their other material qualities. Maybe they are a very good speaker and they have good knowledge. Иногда преданные как-то делают акцент на определенных материальных качествах, как красноречие или обширные знания. But actually, in the long run, only prayer to the Lord and getting His mercy makes us be successful. Но в долгосрочной перспективе успех возможен не через эти качества, а только через молитву Господу. And so some people, they try to change, the Bhakti Viksha program according to whatever they feel comfortable. В разное время разные преданные предпринимали попытку адаптировать программу Бхакти-врикши в соответствии с какими-то своими представлениями. Many times devotees think that we don't need icebreaker. It takes too much. I don't know whether they do it in Russia, but some places they think that it takes too much time. So we will just go straight to discussing the philosophy. Я не знаю, как в России, но в других странах мы сталкивались с тем, что преданные исключают ломку льда из программы. Им кажется, что она занимает слишком много времени. We have seen in Chaitanya Charitamrita how Chaitanya Mahaprabhu cultivates the people with so much love, builds a relationship with them. Но из Чайтанья Чаритамриты мы знаем, как Господь Чайтанья заводил отношения с другими людьми, сколько любви Он вкладывал в эти отношения. And so that is very important part of making them advance in Krishna consciousness. Так что это очень важное условие для их успешного развития сознания Кришны. Because the goal of the Bhakti Vriksha is Krishna Prema. Цель Бхакти-врикши — обретение Кришна Премы. And so if you just describe the philosophy to them, then it will become like a just, knowledge-oriented group. Если просто давать людям философию, это будет не Бхакти-врикша, а какое-то общество знания. And all the parts are meant to have a holistic development of the member. И все части программы важны, потому что они обеспечивают целостное развитие участника Бхакти-врикши. So it will be good if people follow the thing as it is. Поэтому неплохо бы следовать программе, как она есть. And the Bhakti Vriksha leader must be ready to perform, but also be follow all the duties that will be described in the book. От лидера Бхакти-врикши ожидается, что он будет выполнять целый ряд обязанностей, о которых дальше в этой книге пойдет речь. So, because it is a service, being a Bhakti Vriksha leader is actually
we are trying to serve the people who are coming. And И so our mood has быть лидером Бхакти-врикши — это служение. Служение означает, что лидер служит тем людям, которые приходят к нему в группу. So then we have to have a submissive mood and to the seniors who are guiding us. А служение означает, что у лидера Бхакти-врикши должно быть смирение и послушание по отношению к старшим, которые наставляют его. And then when there is such cooperation between different levels of leaders, then the Lord personally will bless everything very well. И если будет сотрудничество между в Бхакти-врикше, между лидерами разного уровня, то Господь лично тогда благословит их всех. So we have to be very clear in the beginning. What is our goal and what is our motivation? Так что с самого начала нужно четко представлять себе цель и мотивы. Is the goal just to show that I'm a great preacher? В чем ваша цель? Показать всем, какой вы великий проповедник? Or is it the goal to help people to become Krishna conscious? Или ваша цель помочь людям развить в себе сознание Кришны? Then, if it is the latter, then we have to have ourselves the proper mood so that we can give it to the people. Если второе, то у нас у самих должно быть правильное настроение, чтобы мы были способны дать другим сознание Кришны. So if we get guidance from the senior devotees and take their help, then that mood will get passed on to the members so easily. Если мы сами не стесняемся обращаться к старшим за помощью, то естественным образом и у наших подопечных будет развиваться такое же настроение. And if we have any differences of opinion or we have some misunderstandings, we should try to solve it with the help of more senior devotees. Если возникают какие-то противоречия или разницы во мнениях, то нужно стараться решать такие ситуации с привлечением старших преданных. But we should not avoid associating or taking guidance from the senior devotees because we have some misunderstanding. Не нужно игнорировать помощь старших, если у нас есть какие-то недопонимания. And so that means that also these regular reports are very important. Yes, giving report to the seniors. И это подводит нас к важности еженедельных отчетов лидеру сектора. And that's why now with the level 2, we need very badly Bhakti Vriksha level 2, and it is, and in that we will learn, about the proper mood and the philosophy as well as reports, giving reports to the senior. Отсюда, в свою очередь, вытекает важность встреч BV.2, потому что здесь и как раз отчеты эти появляются, и также развитие правильного умонастроения. And if members, only initially, some people may, resist, they may this, mood. But when they come to know through learning how this is done and how it is a spiritual. Prabhu, it's not clear. Well, if you repeat, yes, it would be nice. So if we, initially one may find it difficult, but if one, agrees to attend the meetings and go through those Bhakti Vriksha level 2 classes, then very naturally they'll get this wonderful mood, and that will help them, and they'll become very happy in their service. Вначале это может вызывать какие-то сложности, но если лидеры групп все-таки убедят себя в необходимости посещать BV.2, сдавать отчеты и делать все необходимое, то у них появится энтузиазм и ощущение счастья.
because we should know that more than the knowledge itself, what we are teaching them are the proper attitudes of a devotee. На БВ-2 мы не столько им знания какие-то передаем, сколько правильное умонастроение. Vaishnava etiquettes, all these things through our practical behavior we are teaching them. Какое-то практическое поведение, вайшнавский этикет. Because if you see Chaitanya Charitamrita, there is hardly much philosophical discussions, but everything the Lord has come as a devotee and is personally and practically showing us how a devotee should be. Опять же, в читании Чайтамрити не так много философии, но много примеров того, как Господь читания на практике показывает преданным и обучает их, как нужно себя вести. Though the philosophy is also there in the books of the 6 Goswamis, but from Chaitanya Mahaprabhu, we see practical application of those principles. Философия есть, конечно, и там, и в трудах 6 Госвами, но Господь читания в особенности показывает, как на практике применять эту философию. So even though we are teaching them philosophy, most of the things they're learning by simply observing the leader. И хотя мы преданным даем философское знание, но в основном они учатся, наблюдая за тем, как ведет себя лидер. And so he should be a very cooperative person, a team member, that he attends all the meetings, sector leader meetings, regularly. Поэтому лидер БВ-1 должен быть командным игроком, потому что ему придется регулярно посещать встречи лидеров БВ-2. And he should invite his sector leader to also visit his Bhakti Vriksha. Лидер БВ-1 также должен регулярно приглашать к себе на группу лидера сектора. Then the members will feel very enthused that, that they are part of a larger group and that there is, more devotees behind this whole thing. Участники Бхакти Врикши будут вдохновлены от этого, потому что они будут чувствовать свою принадлежность к большой семье преданных. And so, then of course, the senior devotees will also speak good of the Bhakti Vriksha leader, will try to make sure that members respect the Bhakti Vriksha leader properly. Ну, а старшие преданные, в свою очередь, будут прославлять лидера Бхакти Врикши, чтобы его подопечные его уважали. Or if there are some misunderstandings or problems, then that all can be sorted out very nicely. Ну и также они могут помочь в решении каких-то проблем или недопониманий, если таковые возникнут. Then, of course, being a Bhakti Vriksha leader means we feel that, we have to keep improving ourselves. Важная обязанность лидера Бхакти Врикши — это постоянно работать над собой. Because we are acting as an example for others. So we should not remain stagnant, but want to keep on improving our, knowledge and our sadhana and services. Лидер Бхакти Врикши понимает, что он живой пример для других, поэтому он не должен застаиваться в духовной жизни. Он должен развиваться, работать над своей саданой, над своим служением. So that will also inspire all the members to themselves also keep progressing. Это будет побуждать его подопечных также прогрессировать. Okay. So any questions so far? Есть ли вопросы по тому, что сейчас говорилось? Можно ли уточнить, как правильно культивировать настроение такое, так сказать, сотрудничество в условиях, когда мы максимально делегируем полномочия? То есть преданные, когда получают достаточно большие полномочия, они склонны как-то заниматься самостоятельным каким-то служением, может быть, развивать свою кшетру там больше,
частью туда поуглубляться и меньше, может быть, менее внимания штанги лидерской. When we delegate a lot of services to our group members, it may become difficult for them to develop cooperation mood because they tend to think that they are in charge of everything. So how to solve this problem? You mean Bhakti Vriksha leader giving services to the members? Вы имеете в виду, лидер Бхакти Врикши своим подопечным служение делегирует? Ну да, то есть это открытие групп, допустим, там, открытие каких-то курсов там подготовительных. Вот. Yes, for example, he may delegate them opening a zero-level group or a first-level group. Здесь много говорится о том, что вот слуги-лидеры, хорошо бы, чтобы они отчитывались, но, наверное, это какое-то должно быть, ну, их внутреннее тоже как бы, желание. То есть, как его культивировать лучшим образом. You mentioned that group leader should report, but it seems that he has to have some inner understanding of that to do this. No, that is why before we give them let them start any group, we have to get a commitment from them that they will attend the Bhakti Vriksha Level 2 program. Ну, во-первых, прежде чем мы ему делегируем открытие каких-либо групп, нужно с него взять обещание, что он будет посещать BV.2. Да, ну, бывает так, что со временем просто обязанности, которые он несет, они как-то его больше ставят, и там уже ответственность, семья, работа, и не всегда время находится. Usually devotees say that they're preoccupied, they have their devotional service and they have their families and jobs, and they end with having no time for BV2. Okay, BV2, if physically you're not able to meet, then on the Zoom you can have, is it not? Ну хорошо, если физически не может он участвовать в BV2, тогда пусть через Zoom участвует. То есть, видимо, нужно еще при открытии группы тоже самому лидеру задумываться о том, чтобы он находил вот эту возможность как-то в скайпе, в зуме или очно встречаться, медитировать на это. То есть это одно из как бы условий открытия группы, наверное, должно быть. So it seems that this should be one of the conditions when we entrust someone to open a group, that he should participate in BV2, whether in physical form or online. Is it so? Yes. Ну да, получается так. Спасибо. Thank you. Any other question or comment? Еще есть вопросы или комментарии? Можно вопрос? Yes. Да. Ну, был такой опыт, да, Хари Кришна, Према Падмини, был такой опыт, что, ну, проводил я BV.2, и, ну, потом выяснилось, что, ну, не совсем было интересно, и как было такое, ну, некоторое такое, ну, преодоление нежелания посещать BV.2. Хотя я очень старался проводить BV.2, но такое вот все равно атмосфера сохранялась. И, ну, и как бы приходили чисто вот, ну, как по обязательству. Вот. Ну, вот такая была ситуация. Какой здесь вот выход можно придумать? I had an experience of conducting BV2, and it seems that devotees were not enthused to participate, and they were doing this more of
duty, how to make BV2 interesting for devotees. What did you teach them in BV2? А что у вас на BV2 было, что вы преподавали? Не, ну, обычная структура, то есть делись впечатлениями, ну, что происходило в группах, вот, и разбирали там текст, допустим, по Бхагавад-гите, вот, с какими-то вот, ну, связками с реальностью, как это проявляется в нашей жизни. Вот. We were discussing what's going on in everyone's group. Then we discussed a shloka from Bhagavad Gita, connecting it to our day-to-day life. Какие-то элементы по искусству ведения групп. Some elements of training how to conduct a group. Why did they stop coming after some time? Ну а почему тогда преданным неинтересно становилось, они не хотели ходить? Ну, я для себя решил так, что недостаточно был как бы, ну, духовный уровень, что вот они как бы этим привлекались. Вот. As far as I understood, their spiritual level was not high enough to get attracted by with those topics discussed. Okay. So maybe they need more. Okay. I'll be sending the second level BV module. I started making already. I will be sending it to the, which group is that? There is a group for some leaders. Okay. They have to give a comment, feedback on how that is. And if you find that will be interesting and good for the people, then we'll continue. Я начала разрабатывать... Strategic planning group, right? Yeah. Я начала разрабатывать новые модули для BV2. Сделаю несколько модулей, отправлю их в группу стратегического планирования и дождемся, какой будет отзыв у преданных. Если они это одобрят и им понравится, то тогда будем продолжать эти модули делать. Хорошо. Подождем модули. Хорошо. Спасибо большое, Харе Кришна. Well, then we'll wait for that. Thank you. Да, если можно один вопрос, то есть здесь вот написано, что первые 2 месяца максимум можно проводить программы, обычные проповеднические программы. Что здесь имеется в виду? А потом уже переходить к интерактиву написано. It was mentioned in the book that in the beginning, for few months, one can conduct the programs like a general preaching program, but then we should switch to interactive format. What exactly does it mean in the form of a preaching program? No, I meant outreach. This was written before outreach was, considered. So the name was not used. But what I meant was we conduct it as an outreach program before we make it into a Bhakti Diksha. Like a BV0 outreach or what? Yes, BV0. Yes. Ну, имеется в виду такая проповедническая программа, в смысле подготовительная, типа BV0. Просто здесь упор сделан вроде бы на интерактив, то есть имеется в виду, наверное, то есть там формат проведения, да, то есть мы больше в форме лекции, что ли, там, да, проводим. It seems that the stress is given to lack or presence of interactive format. So it seems that this outreach program is a lecture program without interactive part or what?
Yes, normally level 0 is not so, I mean, it's more of a presentation, but even in that, we try to make it as interactive as possible. We ask them questions, we ask them to participate so that they get used to this format of being interactive. Ну да, сам формат BV0, он такой менее интерактивный. Допустим, там презентацию какую-то мы показываем, рассказываем. Но даже здесь мы все равно стараемся вводить элементы интерактива. Мы что-то спрашиваем, какие-то обсуждения пытаемся запустить. Мгм. Да, ну, это, видимо, чтобы то есть при малом количестве людей, да, то есть там, это делается. BV0 в смысле? И, ну, вот этот формат, вот здесь вот говорится, что это нужно, чтобы, видимо, пока людей не так много. It's mentioned that in the beginning you may have just a few members, and that's why this non-interactive format is okay. So this is the idea that when we do not have enough members to interact with them, or what? No, it's nothing to do with the numbers, but you see, many people in the beginning, they're very shy. So we give them knowledge, but at the same time, if you just keep speaking, then they get into a nice passive mood and they don't want to take part. And then they resist when we tell them to, when we introduce Bhakti Vriksha. Да нет, количество участников это никакого отношения не имеет. Тут вопрос в другом, что в начале это все в таком более лекционном формате дается. Если это слишком долго продолжается, то люди потом в пассивное такое состояние впадают, не хотят как-то взаимодействовать, и потом они уже не могут переключиться на интерактивный формат Бхакти-врикши. Мгм. Да, хорошо. I see. Мгм. Спасибо. Thank you. Да, Прабу, может, у вас тоже какой-то есть вопрос? Ну, в общем, это хорошие вопросы были, все, в общем, нормально, как бы понятно. Может, тогда на этом? It seems that we ran out of questions. Maybe it's time to stop here. Okay. Спасибо большое, Према Падмини. Thank you so much. Харе Кришна. Харе Кришна. Srila Gauri ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Как это? Vanchakalpatarubhishcha kripa Vaishnavi Namo Namo.